Когда? Где было лето? Кто скажет, где лето? Во-первых, кто-то посажрал. Видите дырки? Ужас вообще. И будем опрыскивать, ребята, что делать? Ребята, я это сделала. Да что такое-то? Я не могу над собой, слушайте, как старая бабка. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все у меня не слава богу. Извините за интимные подробности. Да, огороды, смотрите, ля-ля. Слушайте, бабушка Оливия совсем сошла с ума. Ну вот, наверное, он простыл, заболел и все-таки умер. О, засада. Привет, мои дорогие. Ну что, пойдемте посмотрим. У нас образовались болезни на растениях. Сегодня уже у нас среда, 28 июня. Представляете? Целый месяц лето прошел. Когда? Где было лето? Кто скажет, где лето? Да уж. Мне, человеку, который любит лето, все это, конечно, очень и очень болезненно переносится, когда уходит время, которое ты даже не заметил. Вот смотрите, какая ерунда у меня образовалась на моей замечательной тыкве. Видите, вот такая вот ерунда происходит с листьями. А это значит, что она, видите, уже дает побеги, на которых впоследствии будут тыквы. Вот. Но она заражена. Заболела наша тыква. Не вся, но много заболевших растений. Буквально через один. Видите? Вот, это тыква. И там то же самое заболевание появилось на кабачках. Пока не так много, как на тыкве, но есть. Во-первых, кто-то посажрал. Видите дырки? Ужас вообще. Или это так листья сделаны? А, нет, это так листья сделаны. Слава богу. А вот видите, начинается вот эта вот желтизна. Вот видите, на листьях. То есть, скорее всего, она с тыквы сюда добралась. Это зараза. Вот она, видите. Короче говоря, все это нам... Кошмар, плантации такие. Все это нам предстоит обработать. Сегодня кровь из носа. А вот этим средством. Вот тут мой волшебный шкафчик. Вот у меня есть. Дождь попал сюда, что к чему. Вот фитоспорин, вот такой М, для профилактики и лечения растений от грибка и бактерий. Ну, это какой-то грибок. Вот, парша, мучнистая роста, короче, от всего. Вот. На, что тут написано? На 600 литров на 1-6 соток. Ну, как раз мне хватит обработать. Так, картошка, капуста, томаты, огурцы, садовые цветы. Так, написано было в этой разводить как для огурцов. 2 капли на 1/2 стакана, 100 мл воды. Или 2 чайные ложки на 10 мл. 2 чайные ложки 10 мл на 10 литров воды. Так, что опрыскивание 3-кратно, профилактическое с интервалом. Ну вот, 2 чайные ложки на 10 литров воды. И будем опрыскивать, ребята, что делать? Это, конечно, жесть. Ну, что-то я вообще не могу понять. Какие тут чайные ложки. Там у меня какая-то это... Как кто у нас, скажите? Ой, давайте посмотрим, что у меня тут. Так, сейчас. Посмотрим, что у меня тут. Какой-то он, знаете, как брикет какой-то. Ножницы еще не купила себе рабочие. Ну и что, какие тут 2 чайные ложки могут быть? Смотрите, он какой.
Надо, короче, заранее его сейчас замочить, пока он разойдется, да? Так, ладно, пойду я за ножницами схожу. Да? И разведем. Ребята, я это сделала. Мой супер-пупер огород с картошкой я окучила. Ну, вот такая она вся разная, да? Есть где прям богатые кусточки, а есть где меленькие. Много я смотрела, видела, много такой картошки в Сибири, что вот так, как попало, взошла. Где взошла? Ну, вот здесь, правда, вся взошла, в отличие от той половины. Там 5 кустов не зашло. Но это... Ну, и здесь покрупнее, чем там, по-моему. Не знаю, короче. Вот так. Но поскольку у меня здоровья нет, ходить с опрыскивателем, там, сгибаться. Правда, нет у меня здоровья такого. Я, знаете, фитоспорина у меня хватит. Я просто это... полью, да и все сверху. На листе. Фитоспорина у меня хватит. Из такого расхода-то. Вот, а на последующей обработке просто еще докуплю, да и все. Ну, правда, у меня нет здоровья ходить с опрыскивателем. Юлька, это, блин, оставила открытой мою, эту, как ее, садовую мою, мой шкафчик новый, оставила открытый. И теперь там у меня все мокрое. Да что такое-то? Не могу открыть. Здесь 2 чайные ложки, это сколько? Это столько. А интересно, есть другой фитоспорин. То же самое, только он в порошке, а это в такой ерунде. Странно. Рассыпала еще. Ой. Я не могу над собой, слушайте, как старая бабка. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все у меня не слава богу. Вот, слушайте, уже 3 года хожу в очках. Зрение стремительно портится. Вот. И никак не могу к ним привыкнуть, они мне мешают. То есть я так вот нормально вижу, читать не могу, близко не вижу. Читать вообще зрение все хуже и хуже и хуже и хуже каждый год. Вот. Много времени за компьютером провожу. И оно, конечно, у меня ухудшается. Залезу рукой, что теперь делать? Надо же мне, чтобы это все там разытывалось. Ну что, дай бог, я тебя вылечу, моя дорогая тыквочка. Давай, я на тебя рассчитываю. Меня он видел в клетке, сколько птичек сидит. Все тыквочку любят. Потом собачки тыквочку любят. Обязательно. Вот смотрите, она прям вот это вообще вся. Крапива-то. Опять надо убирать траву. Опять трава-то наросла. Ну вот, короче, получается одной лейки наряд. Ой, надо эти сапоги обувать. Вот это вот мое страдание с педикюром бесконечное просто. Только сделала педикюр, сейчас опять все ноги будут черные. Извините за интимные подробности. Пошла бабушка оденет сапожки, чтобы сохранить педикюрчик свой. Прости. Смеетесь, наверное, да? Ладно, ладно. Смейтесь, смейтесь. Видел с собой кота. Или качеля. Ни у кого нет таких сапожек. Для огорода, смотрите, ля-ля. Ой. Ладно, продолжим нашу эпопею. Продолжим заниматься нашей лечением наших растений, да? Главное ведь что? Главное, чтобы дождь не пошел даже. Ой, чтобы все это, то, что я сейчас на растения налью, действительно сработало.
Слушайте, ну я даже не знаю, 2 чайные ложки. Это, наверное, вот столько, да? Чтобы много-то не было. Ой, блин. А то еще посожгу. Такую ванночку горячую. Воду. Короче. Ну вот другое дело. Теперь главное, чтобы дождь не пошел. Еще вот это. Меня, конечно, смущает, что она в таком виде, потому что другой фитоспорин я открыла, он порошковый был, как пепел вот такой. А этот, конечно, меня смущает. Полила я все свое хозяйство, вот это тыквы да кабачки. Будем надеяться, что дождь не пойдет, и эта штука будет работать. Повторно через 2 недели надо обработать. Но я посмотрю, как эта неделя будет идти. Если что, потом еще это... Лучше еще съезжу куплю. Почему в брикете-то у меня ничего не могу понять. И обработаю. Но этот фитоспорин, он от всего. И для всего, по-моему. Там что только им не обрабатывают. Картофель, огурцы. Слушайте, бабушка Оливия совсем сошла с ума. Пойду переобую я сапоги. Это сапоги моей молодости. Что-то мне это. Они тугие. Видимо, ноги отекшие. Переобуюсь, пойду сейчас на картошку. Ой, пока дождь какой-нибудь очередной не пошел, есть ветерок даже. Вот они мои, смотрите. Какие клетки им новые сделали, видите? Эти картонные все поразвалились. А эти с ручками можно выносить. Срач, видите, какой ужас, да? Засрыхи какие-то. Вот. Ну, зато это не воняет. Вот, на ночь мы их накрываем здесь. Зато они в доме не воняют. И вот этот вот весь срач был бы в доме. Так что пусть они благополучно здесь живут. И ночью сегодня было не так уж и тепло, я вам скажу. Ничего, укрытые все это, они вон ютятся, пережили. Зато видите, как, потому как картонные коробки, они моментально развалились. Мокрые вообще стали. Ну вот малыши мои. И ничего, скоро уже бегать будут. Скоро уже треуголки им поставим там на улице. И они в треуголках носиться будут. Ну, по возможности, конечно. Так. Я еще убираю, обстригаю эти листья, которые дышать растению спокойно не дают. Ну, извини, ты лишний здесь, друг мой любезный. Надо еще чем-то подкормить их. Посмотрим, что у меня есть из удобрений. Да? Обрезала веревку. Вот, блин. Нельзя купаться? Погоди. Ну, конечно, нет. Юля! Ну что, дорогие мои, было 13, да? Стало 12. Вот такова жизнь российского фермера, друзья мои. Умиление от таких вот красоток граничит с расстройством и трагедией. Да, дети мои? Ну, тут один чихал. Вот прям чихал по-настоящему. Мы еще всей семьей вообще закатывали со смеху. Чихал цыпленок, представляете? Ну вот, наверное, он простыл, заболел и все-таки умер. Ай. Ну ладно, что теперь? Мороз такой на улице. Вы посмотрите, что делается. Прям мороз, я не знаю, сколько сейчас градусов. 12, наверное. Может, 14 от силы. Представляете? Цветы вон все позавалились, мои пионы. Пойду поднимать сейчас. Даже выходить на улицу не хочется. Вообще. Слушайте, ну что я вам хочу сказать. То, что я вчера, несмотря на то, что пошел потом дождь где-то часа через 4, то, что я побрызгала лекарством,
кабачки подействовало. Вы помните, они лежали на земле практически все листья. А сейчас, смотрите, они молодцом. Все встали, листья, прям кусты. Слушайте, подействовало лекарство, слава богу, а. Но еще нужно повторную обработку будет произвести через 2 недели. Слушайте, ну отлично, я прямо рада. А то я переживала, что весь этот урожай у меня погибнет. Отлично. Здесь, смотрите-ка, в колесе прям разошелся. Прям уже можно даже снимать вон маленькие цукини. И кушать первые кабачки свои. Но, смотрите, слава богу, хоть что-то принесло мне сегодня радость. Ой. Ну, вот, Юльке ягодка спеет покушать. Хватит, да? Ой. Ну вот, пришлось пересадить бройлеров сюда. Вот, видите, как он себя ведет? Что это? Ну, он сдохнет. Не знаю. Возможно, антибиотики нас спасут. Возможно, короче, нас спасут антибиотики. Вот он тоже чихает. Он тоже заболел. Короче, либо антибиотики, либо хана. Вот видите, капуста, говорю, крапивой нарвала. Сейчас заварю им крапиву, буду поить крапивой вместо воды. Но они заболели. Такого кино в моей жизни еще не было. Вот он сидит простывший. Точно. Они все, видите, какие. Вон еще чихает. Короче, либо антибиотики надо давать, либо хана всем бройлерам пришел. Да твою же мать, а? Да подумаешь, конечно, каких-то 1900, да, ребят? Вот так вот заводи их. Тащила в теплую теплицу, не знаю. Короче, надо покупать антибиотики, поить их. Ой. Это надо что, к ветеринару ехать? Это же во сколько нам обойдутся эти замечательные птички. Они вон все чихают. Вот она Сибирь, да? Конец июня. А у меня не почти, а 3-недельные бройлеры простыли на улице. Ну это же куда годно, ребят. А этих накрыло. Ну утки, они проще переживают. Вот эти все погодные аномалии. У них очень хороший подшорток. Те-то видели, они лысые, а эти-то, конечно, они все пушкари. Ну вот так, короче, либо сейчас антибиотик начинаю давать, либо можно распрощаться со всем стадом бройлеров. О, засада. Ну вот, сейчас сделаем для цыплят отвар из крапивы. Ну и надо решить вопрос по антибиотикам. Даже не знаю, что делать. Не продают же тупые законы же, вы же знаете, да, что нет ничего тупее, как запретить людям покупать антибиотики. Ой, потому как, если бы к врачу можно было попасть, если бы он был, этот врач, вот где я возьму ветеринара в деревне, деревня полуумирающая, и что теперь делать мне с моими цыплятами, да, вот такие законы у нас, ну ладно, дай бог им здоровья, кто такие законы против людей принимает. Так вот, где теперь брать антибиотик, я ума не приложу, потому как надо как-то мне этот вопрос решить, мне надо цыплят, или я сейчас начинаю поить антибиотиками, или они у меня все попередохнут. Эти цыплята. Вот сейчас крапиву отвар сделаю. Не знаю, Саша позвонит. Если сама позвоню ему, скажу, чтобы заехал в аптеку, там умолял, стоял на коленях. Не знаю, что там наши законы еще предусматривают. Лишь бы дали ему антибиотик, чтобы цыплят поить антибиотиками. Вот такие дела у нас, ребят, творятся. Ставьте лайк в поддержку за то, чтобы все мои цыплятки выжили. Ну что, все живы?